Всем привет! Уже третий раз пытаюсь записать это видео, мне никак не получается, потому что, оказывается, все-таки мое вот это вот нежелание высказывать какое-то слишком личное мнение на какой-то счет, оно очень сильно. Поэтому не судите меня строго, буду, в общем, говорить, постараться без склеек, просто порассуждать на тему, потому что до этого было какое-то видео тоже на похожую тематику, вам очень понравилось, сказали вперед. И за счет того, что я сейчас нахожусь вся в учебе, не могу готовиться к полноценно какому-то такому глубокому, продуманному видео. В общем, решила поговорить на тему психологии, потому что так или иначе меня это касается, потому что у меня есть диплом психолога, при том, что когда я шла учиться, я понимала, что я не буду классическим таким психологом, который будет сидеть и слушать людей, решать их проблемы. Потом я немножечко попробовала поработать, я поняла, что нет, точно не мое, ну как бы я проверила, точно не мое. Ушла в когнитивистику, в теоретическую когнитивистику. Считаю, что это очень важная такая вещь, потому что сейчас очень много исследований, исследователей, которые, ну, как бы продвигают науку, но нужны все-таки люди, которые это все собирают вместе, анализируют и ретранслируют в практические советы, чем я, собственно говоря, занимаюсь, что мне безумно нравится. Так вот, возвращаемся к вопросу, который, я думаю, что я задала в теме видео. Почему популярные психологи так популярны? Потому что есть такая сфера популярной психологии. Они есть на Ютубе, в Инстаграме, они пишут книги, они дают мастер-классы на какую-то огромную аудиторию. То есть они такие вот массовики-затейники, которые работают с массами. Они зарабатывают очень много, их консультация стоит каких-то сумасшедших денег, там 50, 100, 150 тысяч. Вот. Их там тиражи книг расходятся мгновенно, какими-то миллионными тиражами тоже. Все прекрасно и замечательно. И да, это будет мое личное мнение, и если вы хотите обвинить в том, что я там им завидую, да, немножечко я им завидую, согласна, не без этого, но вести их жизнь я не очень сильно хочу. Так вот, в общем, все эти товарищи, они очень популярны, у них, говорю, миллионные охваты, в них верят очень много людей, именно вот фанатично верят, и многие там разоблачители на ютубе, те же там просто какие-то обыватели, как бы задаются вопросом, ну почему это происходит, почему они настолько популярны, люди, вы что, глупые, они же там говорят очевидные вещи, они выезжают на каких-то стереотипах, многие из них матерятся, какие-то странные вещи говорят, типа какими-то пошлыми шуточками, все это приправляют, то есть вроде бы это не должно нравиться людям, но в то же время миллионы как бы фанатов у них есть. Так вот, почему же это происходит? По моему личному мнению, то есть тот ответ, который я нашла для себя, после чего успокоилась и не задаю себе этот вопрос. Мой ответ состоит в том, что мы все очень любим готовые решения. И эти психологи дают нам как раз-таки простые, готовые решения. Типа, у вас произошло вот это, сделайте вот это. Никакого глубокого анализа, никакого погружения в проблему, в индивидуальность, в ситуацию. Нет, готовое конкретное решение. Мы все любим их. То есть, когда мы там хотим похудеть, нам хочется вот какое-то одно решение, что вот я не буду есть это, и все, я похудею. Или я там буду 5 километров пешком ходить, я обязательно похудею. Никто не хочет рассматривать весь комплекс, вникать в суть и так далее. Там, кто хочет заработать, вот хочется какое-то единственное решение. Почему еще очень сильно популярны до сих пор все эти марафоны, чек-листы, ну чек-листы уже немножко отошли, марафоны по заработку, по похудению, по продвижению, потому что нам и там тоже говорят о том, что у меня есть единственное готовое решение, оно подойдет всем. И в вашей ситуации обязательно. Психологи популярные делают то же самое. Если у вас там проблемы в отношениях с противоположным полом, я дам вам ответ. Не делайте вот так, делайте вот так. То есть они как бы запакованные, очень простое, что-то там, говорят, пропагандируют. Потому что, ну как можно на большую какую-то аудиторию что-то рассказывать по психологии? Это настолько бессмысленно, потому что, ну да, есть какие-то книги по психологии, но все равно человек их индивидуально читает, он прогоняет через себя, он там меняет какие-то вещи, ну, в общем, как-то вся эта история, конечно же, сомнительна, но из-за вот этого нашего желания, что раз и все проблемы решены, на этом выезжают. То есть эти психологи, я повторюсь, они любят всякие стереотипы, они любят какие-то вот простые решения, типа делай то, что ты хочешь, не делай то, чего не хочешь, и на этом как бы человек заработал, не знаю, миллионы, миллиарды уже. Но
но как бы это в принципе бессмысленно без какого-либо контекста и так далее. Почему это как бы отчасти вредно? Потому что на самом деле такие классические, настоящие психологи, которые с вами работают, они никогда ничего не советуют. То есть это против правил, против как бы в принципе этики психолога. Как вообще происходит? Я не говорю именно по психиатрии, да, там есть, ну, там составляется лечение с конкретными определенными, там, модель поведения обычно как бы составляется, медикаментозная. Я именно говорю про классического психолога, когда у вас там какие-то проблемы, и вы не можете с ними сами справиться, вы идете к психологу. В этом случае вам никогда не говорят каких-то вот конечных таких вот советов. Грамотный психолог делает все, чтобы вы сами до этого дошли. То есть в большинстве случаев, да, психологи только молчат, они слушают, но никто не замечает, что они направляют всегда немножечко клиента, то есть они такими какими-то вопросами, уточняющими вещами, такими, ну, как бы, ну, зачастую это именно определенного рода вопросы, которые направляют как бы клиента в нужном направлении. В большинстве случаев там первые сеансы это просто как бы знакомство с ситуацией, вхождение в тот самый контекст, который и нужен. И впоследствии как бы человек, который пришел к психологу, он сам раскручивает всю эту ситуацию, он сам доходит до всех этих вещей, потому что так или иначе это его жизнь, это его решение, и он сам должен их принимать, потому что то, что ему скажет психолог, там, ну, как бы, да, иногда психологи говорят какие-то категоричные вещи, но ну, как бы, это в очень исключительных случаях, и когда это действительно нужно, потому что некоторым прям нужно что-то говорить, так направлять, но все равно это должно быть очень сильно обосновано, это должно быть сильно так, ну, вот необходимо, чтобы человеку сказали что-то такое вот конкретный, какой-то совет дал психолог. Но в любом случае это все равно будет именно персональный совет, потому что психолог знает всю ситуацию, он понимает, на что он идет, что это за человек, что это за совет и так далее. То есть это индивидуальный очень совет. А если вам на первом же сеансе психолог начинает выдавать трактат какой-то о том, как правильно жить, бегите от него, точно бегите. Еще один момент, который я заметила, который почему-то притягивает. Это как из истории ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Эта ситуация состоит в том, что вот эти популярные психологи очень любят обесценивать людей, их чувства, их поступки. То есть там я видела отрывки, когда там, ну, женщина, например, встает и говорит о том, что вот у нее проблемы с мужем, и что там, ну, у нее там он изменяет ей или что-то там, в общем, происходит. И как бы этот товарищ, психолог, говорит, это вы во всем виноваты. Вообще, как бы у вас не должно быть ни чувств, ничего, это вы во всем виноваты, это вы клуша, это вы то. И женщина такая, да! Я говорю, и я так, чё, блин, чё? То есть в большинстве случаев, ну, я видела какие-то видео, что там человек говорит о том, что вот у него депрессия, вот у него там какие-то там суицидальные мысли, что вообще очень страшно, когда человек говорит об этом, ну, как бы ему обязаны оказать в этот момент помощь, как только человек озвучивает такие мысли по протоколу. Вот. И психолог тоже сидит так, ой, вы себя накручиваете, вы себе там что-то придумали, начитались про свою депрессию. Это все типа модное веяние. Вообще считается, что депрессия это типа, это так модно сейчас стало, все начали себе ее причислять, там, биполярку тоже, типа, ой, это все вы начитались, при том, что да, людей с депрессией, во-первых, стало больше, потому что уровень стресса у нас вырос в разы, потому что на нас очень сильно много чего давит. Вот. С другой стороны, раньше просто не диагностировали депрессию, и люди просто, ну, жили с этим плохо, но жили, или не жили с этим. Сейчас же просто ее чаще ставят, и людей с биполяркой хорошо, что это начали, ну, с биполярным расстройством, хорошо, что это начали популяризировать, потому что этим людям очень тяжело живется, им нужна помощь, им нужна медикаментозная помощь, а если вы не понимаете вообще, что с вами происходит и что может с вами происходить, то вы как-то с этим пытаетесь сами жить, но, ну, как бы таким людям самим очень сложно с этим справиться, им нужна реальная помощь, и хорошо, что как бы в медиапространстве это начинает как-то озвучиваться, что бывают такие проблемы. С другой стороны, когда вот
путем таких психологов вы пытаетесь вылечить какие-то свои реальные проблемы, особенно когда они их еще и отрицают, говорят о том, что, ой, там, психозов нету, того нету, панических атак тоже не существует, это вы сами себе что-то надумали. Это как лечить перелом по видосикам из Ютуба. То есть, когда вы сломали ногу, и вы такие: а как же наложить себе там шину? Ну, в крайнем случае это поможет, если вы, например, не можете обратиться, ну, как бы вам нужно дождаться медицинской помощи, вы можете как-то себе там помочь немножко по видео из Ютуба, но опираться только на это очень глупо. И при всей их вот этом отрицании и обесценивании люди, наоборот, вот еще больше я заметила, что да, вот вы отрицаете это все, говорите, что у нас все прекрасно и замечательно, мы будем вам верить. Это очень странно. И я заметила, что и в общении между людьми тоже, вы знаете, бывает такое, что вот человек отрицает чувство другого, и они продолжают почему-то дальше коммуницировать. Это я не знаю, вот этот феномен мне не объясним, почему, как бы, почему именно это происходит. Ну, возможно, тоже вот из-за того, что мы хотим, чтобы нам сказали, что все наши проблемы это все фигня, что есть реальное какое-то решение, вот типа, если вы начнете делать вот это, то прям штабелями. Больше всего мне нравится история, это моя любимая, типа, как выйти замуж за 3 месяца. Это так странно, потому что, ну, как бы это инструкция к использованию. А если за эти 3 месяца вы не встретите того человека, там, родную душу, с которым вам захочется жить дальше, но вы встретите какого-то другого человека, ну, как-то, ну, это настолько как-то нет, это как-то очень странно. Но это тоже вот часть этой популярной психологии. Там, как быть женщиной, которые там все хотят, как быть мужчиной, которые там, не знаю, все штабелями укладываются. Это все какие-то универсальные инструкции по применению, которые вообще неприменимы в жизни, потому что все эти приемы так видны. Я пару раз наблюдала человека, который в какой-то момент вдруг стал такой весь какой-то такой. Ну, вот эти все приемы, они прям за счет того, что они еще не они типа вот универсальны, они не подходят лично человеку, но он пытается их транслировать, и он выглядит очень-очень глупо. Так что вот так мне кажется, что ну, из-за того, что мы все хотим быстрых решений, нам всем очень нравятся вот эти все книжки. Я тоже упоминала там «Не сы, не ной», что да, она тоже такая по психологии, очень простые решения, очень очевидные вещи, но как бы единственным ее плюсом то, что там личная история автора, это все приправлено каким-то там юмором, это еще более-менее. То есть ладно еще книги, но когда вы отдаете какие-то сумасшедшие деньги за это вообще абсолютная глупость. Семинары тоже. Я не говорю о профессиональных семинарах для профессиональных психологов, где им рассказывают какие-то новые вещи, там, новые веяния, новые открытия. Это вообще другое. А когда вот просто набивается какой-то там ДК, и человек с микрофоном начинает рассказывать о том, как им правильно всем жить, что нужно делать. Ну, я не понимаю, я этого не понимаю вообще. Может быть, я этого не понимаю, но мне кажется, это пустой трата времени и забиванием баков просто какой-то бессмысленной информации, потому что если у вас реальные проблемы, вы понимаете, что вы не можете справиться с ситуацией, неважно по какой причине. Вот мы еще тоже к себе точно так же относимся. Мы очень часто отрицаем свои чувства, то есть у нас какое-то что-то происходит, мы понимаем, что, ну вот, там, не знаю, плохое настроение длится там больше 3 месяцев. Это явный признак того, что что-то не так, вам нужно что-то решать. И самостоятельно, ну, если бы вы могли это решить, вы бы уже это решили. Если нет, нужно идти к специалисту. И причем, ну вот, к специалисту, который вас выслушает, который вам поможет, но не будет указывать, что конкретно вам делать. То есть, типа, вот делай так, не делай не так. Потому что, говорю, вы сами должны размотать этот клубок. Но как бы хороший психолог просто вам поможет, он вас направит, он вас, знаете, так аккуратненько доведет до этого места, да, возможно, он где-то что-то подправит, где-то задаст вот очень нужный, важный вопрос, который вы, возможно, даже сами себе боитесь задать, и как бы это поможет решить вашу проблему. Плюс, если психолог реально понимает, что он не справляется, потому что бывают и такие ситуации, когда там уже именно идут какие-то сложные диагнозы,
он вас честно направит к другому специалисту, уже, возможно, так, там, к медикаментозному поддержанию и так далее. То есть передавание от специалиста к специалисту — это не что-то страшное. Это не говорит, что «ой, я не могу, давайте к следующему». Нет, он просто понимает, ну, как бы хороший специалист понимает, что нужно просто другое направление. Потому что у каждого психолога, конечно, есть свое направление, в котором он работает. Потому что нельзя быть специалистом во всем. Еще я заметила, что такие популярные психологи, они специалисты и в детской, и в возрастной, и в отношенческой, вот во всем. Они везде молодцы, они везде преуспели, они везде все знают, они могут ставить диагнозы по видео из Ютуба о каких-то там светских людях, я это обожаю, что типа они делают вывод, не общаясь с человеком, только о том, по тем видео, которые он транслирует в мир, там, фотографиям, каким-то, не знаю, там, интервью. Они ему ставят диагнозы, да, много чего можно сказать о человеке по интервью, особенно если это какое-то развернутое, можно увидеть какие-то проблемы, но вы никогда не можете знать точно этого дела. Они прям точно вот это там, по ориентации, по всему, по проблемам в семье, вот это точно. Вот как-то я заметила, что они еще такие безапелляционные, то есть вот так, как я сказала, так и будет. Ни один, повторюсь, нормальный психолог не скажет вам вот точно. Они предположат, они скажут, что, скорее всего, это вот так, но не точно. Возможно, нам поможет вот это. Давайте попробуем вот это. То есть в психологии не может быть ничего точного, не бывает таких диагнозов, даже в медицине. На самом деле, нам кажется, что в медицине все очень точно, но на самом деле вся картина там этих, как это называется, в общем, заболевания вот этих всех симптомов, они вообще не по учебнику обычно. Это всегда такая, то есть обычно врачи так приблизительно предполагают, что вот это так, потому что и эти анализы не всегда могут быть прям стопроцентно точные и так далее, они тоже подбирают. Психологи еще более тонкие в этом деле, то есть психика — это такая вещь, которую не видно, не слышно, и только человек может транслировать, поэтому как-то такие, ну вот прям точно говорить, что вот она такая, раз такая, там бесчувственная или еще наоборот что-то, это, ну, нормальные психологи так не делают. Это делают в основном только популярные психологи, чем тоже зарабатывают какую-то такую вот популярность. Они очень любят о публичных людях говорить, раздавать им диагнозы, раздавать им какие-то такие ярлыки, говорить, что нас любят, простите выражение, пообсирать других людей, посмотреть, посмотреть на это, поставить им какие-то диагнозы. Мне тоже, кстати, ставят частенько диагнозы в комментариях. Если вы хотите мне под этим видео поставить диагноз, пишите без матов, потому что нецензурную брань YouTube сразу автоматически удаляет. Я даже не вижу этих комментариев. А мне интересно. Мне много каких диагнозов ставили по видео, рассказывали, что со мной не так. Мне интересно почитать, честно признаюсь. Вот. Но, повторюсь, пишите оскорбляю, прилично оскорбляю, потому что, говорю, YouTube не допускает с нецензурной бранью какие-либо комментарии автоматически. Вот. Так что вот такое вот мое мнение. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Я не знаю, что из него получится, но меня немножко бомбило по этому поводу, по поводу этих популярных психологов, не с точки зрения того, что как они могут зарабатывать такие деньги. Да они молодцы на самом деле. Ну, как бы они не молодцы, но они молодцы в том плане, что они смогли настолько сильно все это монетизировать, выбиться в популярность, потому что, говорю, они очень грамотно это сделали, выехав на наших личных желаниях. Это все очень грамотно построено. Вот. Говорю, они, конечно, наносят определенный вред. Надеюсь, что все-таки пользы они приносят больше. Я очень на это надеюсь. Вот. Ну, мне больше как бы смешит то, что та часть людей, которые типа, ну я не понимаю, ну почему так, ну почему? Почему они настолько популярны? Ну вот потому что мы все хотим таблеточку от всего. Мы все хотим там вылечиться за 2 секунды. Мы все хотим похудеть за 2 секунды, стать богатым, стать счастливым. Мы все хотим все вот за 2 секундочки, за там, вот максимум мы таблеточку какую-то можем выпить, но никак не сидеть и долго, нудно прорабатывать, потому что, опять я говорю, настоящий психолог, ну, в смысле, психотерапия такая полноценная, она длится годами.
Зачастую, редко, когда там за месяц-два можно это все решить, и если какая-то такая комплексная особенно проблема. Это, скорее всего, длинная история, где вы еще будете искать своего специалиста. Возможно, еще в какой-то момент ваш любимый специалист уже не станет, ну, не сможет вам дальше помогать, вам придется поменять и все начинать сначала. Но это весь процесс, который тоже вам помогает. То есть это все очень длинная история. Нету универсальных простых решений, нету советов. Так что говорю, книги, возможно, да, какие-то помогают. Я всегда верю в то, что определенные книги появляются в определенное время, они вам действительно помогают. Ну, от книг не так много вреда, тем более, что они стоят не так дорого, как какой-нибудь сеанс за 100 тысяч. Я не понимаю, что можно за один раз, за 40 минут выяснить все о человеке, дать ему универсальные советы, которые ему действительно помогут. Ну не бывает так, ну не бывает. Ну, как бы не рассказывали эти товарищи. Ну, это просто сказки. Такого, ну, нету. Не может быть человек настолько телепат, чтобы он вот залез к вам в голову, все там переворошил, все перечитал, все пересмотрел, все ваши воспоминания, все ваши отношения, и как бы такой вылез оттуда и постановил вот свод правил, который вам помогает. Ну, и мы часто очень еще противимся правилам, которые извне приходят, потому что, ну, как бы первый закон психологии, что вы должны сами дойти до какого-то решения, это должно быть ваше личное решение, когда вы будете его исполнять. Вот, а это все какое-то извне. Так что вот как-то так. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока.